мы собираемся поменять свой район. Идем смотреть один район, который теоретически нам нравится. Мы продаем стиральную машину, никому не нужно. Лодзь – город контрастов. Жить в Лодзи – это история. Мы советуем Лодзь, потому что дешевле, прикольно. Но есть, конечно, минусы. Но минусы есть везде, ребят. И какая территория классная. Вот на первом этаже у людей. У них даже, вон, смотрите, что есть. Вот этот дом, который мы рассматриваем, но он еще строится, но уже заселяться можно. Мне еще нравится машина, и Саше тоже. Вот это Toyota Yaris 4. А какая у нас? Вы узнаете в следующих видео. Ну все, я ставлю лайк этому месту, Сашка. И прикольно, то есть вот все эти дома под сдачу. Так, нам одну квартирку оставили, хорошо? Душа как-то не легла. О, прикол будет, если мы тут лучшую квартиру найдем. Всем привет! Hello! Как у вас дела, ребятушки? Все нормально? У нас сегодня выходной. Я не работаю. Ну, Сашка работает. Но у него такая работа. Нагрузка. Да. Такая работа, что можно, в принципе, с ноутбуком. Он идет, вот, у него тут ноутбук. С ноутбуком, но если что-то, он сразу такой включит ноутбук и типа я работаю. Не, ну я же не должен сидеть за ноутбуком. Угу. Просто если что-то сломается, я должен пойти решать проблему. Да. Но мы вроде сделали максимум, чтобы у нас ничего не ломалось. Но иногда бывает. Ну, всякое бывает, да? Поэтому мы, как мы уже и говорили, что мы собираемся поменять свой район. Возможно, даже и не будем менять. Просто наш район нам тоже нравится. Но будем смотреть, как попадет по квартирам, чтобы нас все устраивало. У нас есть несколько таких важных критериев. Ну, да, критериев. Реально важно. Потому что нам нужно, во-первых, место, где можно будет выгуливать чупи. У нас очень классный район, и там вообще гуляй не хочу, с чупиком классно. Один минус есть, это двор не закрытый. Да. Если Хотелось получится жилье с закрытым двором, вообще супер. И второй критерий, это чтобы был недалеко магазин. Но у нас уже будет машина к тому времени, дай бог. И, конечно, будем ездить на машине в магазин, но все-таки не всегда же мы будем ездить на машине. Хотелось бы, и чтобы в пешей доступности, там, не знаю, элементарно за сметаной там сходить, но всякое бывает. Вот. Поэтому мы идем смотреть один район, который теоретически нам нравится. И мы рассматриваем тоже там квартиры, да? Поэтому берем вас с нами и идем смотреть район. Идти долго. Мы взяли чупсика. Идем, нам очень долго идти. О, кстати, кое-что вам должна показать. Мы продаем стиральную машину, никому не нужно. Доставка с ВАЗа, ребят. Доставкой мы не занимаемся. Вообще... унитаз уже продали. И за кто помнит, в начале, вообще в начале наших видео, еще давным-давно, первые месяцы, мы продавали унитаз. Кто-то его уже купил с доставкой. Деньги достались не нам, но не важно. Вот мы сейчас идем. Это к тому месту. Ну, еще идти, наверное, минут 20. Вот что вокруг нас. Ну, сейчас, видите, все растаяло, не очень красиво. Немножко грязно. Листья такие сухие валяются. Вот чупсик идет. Взяли чупсика с собой. Он научился более-менее ходить. Ну что дома? Дома сидеть ему скучно, а так хотя бы энергию свою потратить. Чуби! Ничего! Ведь ему надо что-нибудь понюхать, зажрюнькать. Ну и, конечно, ребята, что вас не должно удивлять, когда вы приезжаете в Лодзь, это вот такие старые заброшенные дома, а рядом вот новая постройка. Абсолютно новый современный дом. Сейчас поближе подойдем, покажу. Как бы тут нету как такового нового района, ну такого, знаете, район, в котором есть все. Теоретически этот район наш, где мы сейчас живем, но там еще ничего не открыли. А мы уже живем там 3-й год, и как бы там открывать ничего и не собираются. Да, Сашка? Собираются, но не открывают. Очень долго. Кроме жабки Да. и какого-то салона красоты. В основном, как это тут все выглядит? Вот просто среди улицы просто строят. Среди старых домов. Среди старых домов, новых домов. Да, просто строят новые современные дома. Ну, как бы вот так это выглядит. Большинство. Но мы тоже, знаете, не можем говорить за всю Лодзь, потому что мы-то не все видели. Ну вот, классный, тоже современный дом.
Думаю, что там и прикольная территория. Где-то, может, внутри, вот паркинг, машина выехала. А, смотри, тут вот классно было. Тут закрыта, во-первых, территория. И можно было бы гулять с Чупиком. Вот такое мне нравится. Тут вообще нагонял бы. Блин, вот я бы хотела, чтобы наша территория была вот так вот закрыта, как тут. Блин, вот это супер. Потому что Чупик бы не выбежал, знаете, душа была бы спокойна. Но зато на другой стороне какой-то завод, я не знаю, что это. Ну да, ну, то есть не самое симпатичное место. Видите, вот тоже там такие старые дома. Каменицы. Точно, каменицы, Сашка вспомнил. Чупсик сидит, ждет, пока мы поснимаем. Ну, согласись, вот примерно такая территория была бы супер. Ну да, можно побольше. Ну, я имею в виду, что закрытая, даже детская площадка, что очень редко. Как будто тут где-то отдельно есть детские площадки. Ну, много у кого есть дети, им хотелось бы выходить и играть, гулять с детьми. Но тут, как бы, вы сами видите, есть, но не везде. Вот, ну, прикольная детская площадка там. О, ладно, идем дальше. Вот, среди улиц вот такие вот постройки. О чем мы и говорим. О чем мы и говорим, ребята. Что тут есть? Ничего пока. Ну, наверное, магазин, может, какой-то будет. Выглядит это вот так. Дома здесь строят офигенные, но они реально очень современные. Внутри очень все продумано и для велосипедов, и машины классно запаркованы в паркинге. Ну, за паркинг надо платить. Ну, не Копенгаген. Не, ну, конечно. За паркинг надо платить, но если рассматривать жизнь в Лодзи, то, конечно, можно найти классный дом. Ну и, конечно, нужно быть готовы к тому, что это не Краков, не Познань, да? Хотя в Познане мы не были, но думаю, дешевле. что... Ну да, тут дешевле. Ну, все равно дорого, очень. Ну, блин, не Купить Варшава. это. Надо было покупать раньше, когда здесь вообще не было никаких построек. Все, поезд уехал. Тут по соседству, конечно, такое соседство не очень. Какая-то, не знаю, не электростанция, наверное, но градирни, трубы. Видок классный. Ну, это градирни. Там охлаждается вода. Нет, это когда энергия там вырабатывается, вода используется для охлаждения, бла-бла-бла. Там она вроде остывает в таких конструкциях. У нас вроде тоже было что-то похожее на месте нашего дома. Ну вот Лодзь — город контрастов. Но вот это здание, ну просто офигенное. Оно хоть и заброшенное, но мне кажется, я уже представляю, как там жили какие-то богатые люди. Какой-нибудь князь. Леон Аллард. Леон Аллард. Представляете, сколько у него было прислуги. Какой у него там был офигеннейший кабинет, где он курил свои сигары и пил виски. А напротив как раз-таки тот самый район, куда мы хотим попасть. Не совсем. Но это начало того района. Ты мне сам так сказал. Это не район, как бы конкретно как у нас. Но здесь, это какое-то оседле, наверняка. Но я не знаю, как называется, есть ли название. И вообще здесь самый большой как бы участок новостроек, наверное, вот наиболее плотное, где много новостроек. Вот дальше Нам там это будет нравится. торговый центр с Ашаном. А с другой стороны торговый центр с боулингом и с кинотеатром. Ну, в общем-то, мы рассматриваем это оседло. Да, то есть есть развлечения, тут есть недалеко Ашан. В конце концов, нам еще нужно, чтобы это было не очень далеко от моей работы. Ну, по крайней мере, понятно, что, может, не пешком, но хотя бы удобнее было ехать без пересадками. Без пересадок. Пойдемте зайдем, посмотрим. Можно вот зайти и побродить по этому райончику. О, Виталик. Мужчина Виталик. Не, ну посмотрите, какой классная вообще застройка. Вон там вход в эту застройку. Офигеть. То есть это никто не реставрирует, но оно стоит. Может, когда-то отреставрируют, но это офигенно выглядит. Этим надо заняться. Да. Блин, было бы у меня много денег, я бы занялась. И сама бы там жила. Класс. Ну и, конечно же, Лодзь — это красный кирпич, это везде красный кирпич. Видите, здесь очень много, так плотно застроен вот этот участок новыми домами. Нам тоже это нравится.
Ой, короче, будет... еще вот надо добавить, что мы рассматриваем полностью дом под сдачу. То есть, где много квартир, и сдаются все квартиры. Не найти конкретного хозяина, вот как мы сейчас снимаем. Ну, потому что у конкретных хозяев много условий. Да, а у нас же собака. Вот. И, в принципе, хотелось бы попробовать. Вроде как люди живут, им нравится. Ну, мы показывали один Да. из таких вариантов. Мы даже ходили по квартирам, Да. смотрели. И там хорошо. Есть видео, мы прикрепим. Да, там все устроено. Всё Там классно. офигенно, да, там офигенные ремонты, все Можно с классно, да. животными. Ну, это другая фирма, но суть такая же. Что еще важно? Ну, во-первых, животные это важно, потому что очень многие во многих объявлениях пишут нельзя. Ну, возможно, это можно договориться уже в процессе, но в объявлении нельзя. Плюс, я смотрю, сейчас часто в объявлениях тоже хозяева хотят найм оказиональный это делать. То есть, если вы хотите арендовать, вы должны предоставить документ, что у вас есть где жить в случае выселения. Спасибо. А это, извините, тоже надо делать через кого-то. Ну, неудобство лишнее. Ну да. А так, это очень хороший вариант. Там у тебя, в принципе, ничего такого не просят. Главное, наверное, попросят, где, ну, как бы, ваша заработная Даже плата. кауция Да. не нужна. Не, ну все равно, наверное, попросят заработная плата, Не, ну, где работаешь, вот такие, доказательства, да. Ну, в плане не надо. И без агентства. Короче, экономия огромная. Мы заплатили, когда при заселении, помимо первого месяца, заплатили кауцию и заплатили агентство. Это 4000 злотых было. Между А тут прочим. заселяешься, платишь там за месяц. Да. Ну, может, максимум за 2 наперед и все. Вот. Покажем еще раз этот дом. Посмотрите, какая еще входная часть. И вот, не знаю, как это сказать, вот такой закругленный, как балкон. Ну, не балкон, а часть дома. Блин, ну эти ворота, ну блин, ну тут можно снимать какой-то ужастик. Но это очень красиво, нет? Но меня это прям впечатлило. Я никогда не видела этот дом. Но на самом деле таких домов в Лоде можно найти миллиард. Ну, тут было много богатых фабрикантов. Фабриканты эти богатые. Чего не померли, оставили? Могли бы на пшишлость как-то вот сделать хороший ремонт, чтобы когда они помрут. Не, ну подожди, и наверняка есть, вот если покопаться, наверняка есть родственники, но чего они не занимаются? Наверное, денег нет. Вот могли поставить какое-то наследство хорошее. А то себе построили, разбогатели, прокутили, померли, потом никому прогорело, ничего не видимо. оставили. И вот сейчас стоит посреди города Забрали пустую. потом за долги, и Но. никто этим не занимался. Кошмар. Вот я еще не знаю, есть ли разница, где стоит машина, на улице, типа паркинг. Но уличный паркинг, наверное, чуть-чуть дешевле. Да, обычно да. Да. Или под домом. Мне, конечно, нравится больше под домом, потому что, ну, снег, холод, Ну, все если- такое. Если разница 100-150 злотых в месяц, то Мгм. можно и на улице. Ну, конечно, да, если так считать. Ну, в принципе, а вообще это полезно для машины или без разницы? Типа, в холоде, не в холоде. Типа, возможно, ну, чуть-чуть менее полезно. Но если разница очень большая в цене, то лучше один раз отремонтировать там какую-нибудь мелочь, Не, вот чем еще... платить 10 лет за подземный парк. И, в принципе, в Польше не так часто снег падает. Ну, все поляки, с которыми я общалась, они говорят, что вот это вообще удивительно, что в этом году так много снега было. Обычно тут не так. И тут прикольный вид. Кстати, вот это не очень прикольно, Саш. Вот эти вот окошки, вот это вот. Что это, улей какой-то? Почему так редко? Или это подъезд? Ну, вряд ли это в квартиру. А вот этот вид. Ну, в принципе, мне нравится, что это кирпичные такие здания. Это классно. Это классно. Вот собака ходит. И гляньте. А это уже немножко с нашего района. Вообще, я бесконечно влюблена в наш район, потому что там очень интересно. Там еще сейчас все строят, все больше и больше реставрируют, там больше открывается какой-то территории гулять. Но там офигенно, правда. Но есть минусы свои, понятное дело, как и везде. Но вот эта часовня, ну что это, часовня? Башня осталась от чего-то. Ну, короче, жить в Лоде — это история. Если в Кракове история это отреставрирована, и, пожалуйста, гуляйте, смотрите, то в Лоде в первоначальном виде. Сашка, вот как она есть. Туда даже не пройти или пройти, интересно?
Тоже вот видите, какое-то здание реставрируют. Ну, здесь Так-то часто классно. именно реставрацией занимаются, они тупо сносят, Мгм. чтобы была фишка в районе. на Ну, районе. правильно. Вот как у нас башня, электростанция. Так что мы советуем Лодзь, потому что дешевле, прикольно. Ну, есть, конечно, минусы. Но минусы есть везде, ребят. Лодзь сейчас развивается с какой-то бешеной скоростью. Тут такие какие-то ремонты. Я даже вот в одном из видео показывала. Центр весь разрушен, потому что его сейчас реставрируют, что-то делают. Сашка, так прикольно. Смотри, какая территория классная. Вот на первом этаже у людей. У них даже, вон, смотрите, что есть. Сарайчик. Ну, это голодные семьи. Блин, офигеть. Я точно такое хочу. Чупи будет... О, смотри, какие качели. Единственное, что мне не нравится, так-то они так облагородили, так красиво, да. А грудок у них такой огромный, а у другой семьи он там поменьше. Блин, красиво, капец. Вот этот район мне нравится, можно его отметить, Сашка. А вот где-то тут этот дом? Не, Не знаешь? Дальше? Не, ну зато тут можно гулять классно. Вот очень важно, где ходить гулять. И с Ну, собакой просто смотреть. И тоже детская площадка. Вообще, в целом, это, ну, весь вот этот, если Мгм. в широком смысле район, как бы тут, я даже не знаю, если это конкретное Мгм. название района, но, как по мне, это что-то между, получается, Полесьем и Политехникой. Тут Ага. два, как бы, района. Угу. Ашан, он, типа, к Полесью относится, ну, а Политехника, это, собственно, университет и прилегающий Мгм. район. Ну, это вот где-то между. И вообще, вот про районы, ну, мы сами, конечно, думали, хотели посмотреть варианты. Угу. И плюс нас еще натолкнул комментарий под последним видео. И есть люди, которые, я так понимаю, собираются переезжать в Лодзь и рассматривают варианты. Я примерно этот район и как бы упомянул в комментариях. Ну вот мы сами идем смотреть. И вообще, в целом, хотим еще поблагодарить, наверное, за поддержку под Да. тем видео, потому что класс. Вообще вы даже не ожидали Мотивация столько добавилась комментариев. снимать. Столько комментариев. Мы такие, получается, напросились на комплименты. Все такие, ой, вы такие хорошенькие. Вы такие, о, может, вы вообще точно должны Ну снимать. Ладно, тогда пойдем. раз уж так. Но на самом деле мы просто так заикнулись, а так вообще, так приятно, Ребли, огромное спасибо. Столько лайков, столько... кстати, вот, лайки, подобайки. Ставим подобайки. Вообще столько лайков, классно, столько комментариев. Так приятно было читать. И мы еще всегда стараемся отвечать на комментарии. Потому что, нам нравится общаться. Комментарии — это самое прикольное. Когда кто-то пишет, скажи, Сашка, когда кто-то пишет Да. комментарий, и ты такой, типа, сейчас Уведомления отвечу. еще приходят, вот это вот это. Ну А да. там всё. Мы еще постоянно, знаете, есть такое приложение, где ты смотришь, как называется YouTube вот это Ну, приложение? Студия YouTube, да. Ты постоянно обновляешь, ну что это происходит? Любопытно Какое же там, место? какое место, да. Тюки. Блин, посмотрите, какая классная площадка Вот это, детская. У нас ну, такой это нет. напоминает вот эта штука. Сейчас. Вот эта штука мне напоминает, как есть у буддийских монахов. Это крестики-нолики, Сашка. Ну да, но у них такие есть какие-то Да? и они звенят или что. И они загадывают желания, всякие молятся. Давай поиграем. Я, конечно, выиграю тебя, Сашка. Все, я тебя уже выиграла. Все, Сашок. Сашка, сейчас я тебе 2 раза выиграла. Ладно, не крутится. Давай, тебе наказание какое-нибудь. Идем за таранкой. Ага. Блин, уговариваю его идти за таранкой. Ребята, кто любит таранку, ставьте подобайки. Я вас вижу. Я вас чувствую. Потому что я тоже люблю таранку. Есть украинский магазин, где продаются таранка. И там вот, знаете, есть такая таранка. Короче, покажу. Есть маленькие такие рыбки. Как они называются, Сашка? Рыбки эти маленькие. Не помню, как-то наша... Ладно, короче, я покажу, я уже не помню. Она такая вкусная, капец. Я так ее люблю. И мы ее не ели очень давно. Получается, наказание есть. Сашка, исполнять его ты должен. Потому что слово пацана. Слышь? Ты слово пацана дал? Дал. Еще какие вопросы? Блин, какие люди молодцы. Посмотрите, как они огрудок сделали. Вот если когда-нибудь у нас будет свой огрудок, я обязательно понасажаю просто вот этих туй.
Просто эти туи, они прям вот как-то отделяют территорию. И получается, ты как бы и отдельно живешь. Они же еще растут. И потом вообще как бы будет ограждено. И люди не будут, люди прохожие, не будут особо заглядывать, что там происходит в этом огрудке. Но выглядит офигенно. Вот прикинь, так открыть балкон, выпустить чупсика. Ну, на любом этаже чуть-чуть. Выпустить чупсика, налить себе чаек, курнуть. Ладно, мы не курим, но я так просто представила. Курнуть, дунуть. Вообще И будет кайф. дымок. Дымок, точно. Пошел по Улице по дымок. огрудочку, дымок. Все знают эту песню. Кто знает, тот ставь подобайки. Вы не представляете, но мы еще нашли в Best Market, куда мы пойдем в этот украинский магазин Таранку покупать. Там еще есть тугу-тугу. Да? Короче, Оценка вообще... не очень, ну посмотрим. Рискнем один разок. Блин, я все не могу вспомнить, как название этой рыбы. Ладно. Но меня мучает, знаете, Колюшка, бывает такой... типа. Ну, Только может, там она корюшка, а мне стынка. Стынка, точно. Стынка. Блин, а знаете, вот бывает такое, что слово так мучает, не дает тебе других мыслей посещать твою голову. И вот мне эта стынка вообще, вот если бы ты мне не сказала, я до сих пор думала об этом слове. Короче, ладно, идем дальше. Заглянули в чужой огрудок, и вот тоже сарайчик построили. Блин, так классно. И посмотрите, тут как часто строят эти сарайчики. И тут так уединенно вообще. Мне так нравится этот район. Я думала, наш район лучший. Но есть и тоже Ну, неплохие. классно, но тут тоже как бы, на самом районе нет инфраструктуры, как бы. Ну, есть торговые центры. Вообще-то очень недалеко близко. торговые 5 центры, минуток, да. наверное, к 10. Блин, вообще клево. И видите, тоже паркинг отдельно. А подожди, а если, например, доставка там суши какой-нибудь, и как он заедут? Открывать надо издалека? Наверное, Шлагбаум. Ну ладно, пофиг. Ой, вообще офигенно, ребят. Мне очень нравятся эти огрудочки. Тоже хочу. Чупика выпустить. Вот этот какой-то скандинавский немножко. Стиль? огрудок. Огрудок? Ну, с этим... С этими сарайчики. Хлеб. Хлеб. Тут там же должна живность какая-то жить. Чупсика мы туда не пустим. Чупсик слишком дорогой. А, подожди, реально, как в Норвегии мы такое видели примерно. Да. И Швеции. Реально прикольно. Блин, ну такая травка зеленая. Такие они молодцы, так ухаживают. Мне нравится этот район. Там, где мы сейчас гуляем, это улица Врублинскего. Короче, тут очень классно. Кстати, вон там Где? знак. Там Какой знак? что-то Полесье. Полесье. Вот написано Ну, это Полесье. ближе к Угу. Тут недалеко Ашан, что тоже классно. Это плюс огромный. Ну и там не только же. Там и Декатлон, и куча других. Ну, торговый центр ну, такой, да. да. Ну, Просто все говорят Ашан, Ашан. Блин, посмотрите, как Ашан. классно. Вот они тут столик сделали. Вообще, я кайфую, ребята. Мне тут так нравится. Во-первых, погода очень теплая. Я вот иду без перчаток. Как будто вот весна, вот она прям вот наступает мне на пятки. Я прям чувствую, что кто-то по пяткам не ходит. А это же весна! А вот еще дом. Он прям строится только. Вот видно, что ремонт делают. И он прям возле Ашана. Ашан, то есть вот там. Ну, не знаю, Ашан тут у меня в 5 минутах ходьбы. не показывали, но мы шли мимо очень старых домов. Да. Там Ну, там с той стороны очень старые дома, да. контрасты всегда есть. Это лодь. А дальше вот новые современные дома. Я так понимаю, где-то тот самый дом Сашка ведет. Да, Арендный. Вот тот, где реклама. Тыкни пальцем. Вот этот? Там, где реклама. Там, где реклама. Вот он, тот самый рекламный дом, куда мы и направляемся, чтобы посмотреть его поближе. И мы его рассматриваем на данный момент. Но мы еще и дальше поедем в другие дни. Ой, как солнышко вообще светит. Теперь у нас по планам ездить по вот таким окрестностям Лонди и смотреть очень хорошо, самим пройти, посмотреть, своими глазами оглядеть всю окружность дома, что нам нравится, что нам не нравится. И, короче, хотим подойти к этому делу ответственно. А тут рядом есть. Если вам интересно, то ставьте нам подобайки. Да, мы будем периодически показывать, потому что, ну, блин, это очень важно, где ты будешь жить примерно там пару лет. Просто, первое жилье мы удаленно искали. В Беларуси нам были. очень повезло еще найти классно.
Спасибо Пойдем. нашему Сереге. Он нам реально очень помог. Мы рассказывали. Блин, я надеюсь, что там открыта территория. Хотелось бы зайти посмотреть. Обычно территории закрыты и не так легко зайти. Но сейчас узнаем. Если будет открыт, вообще дом очень современный. То, что я вижу, класс. И реально Ашан, ну, в 6 минутах. И парк, Сашка, с Чупи гулять. Офигенный большой парк. Очень ухоженный. Тоже столько же идти, может даже и меньше до парка, чем до Ашана. Пока плюсики я вижу. Но интересно, как до работы мне тут добираться? Фиг знает еще. И такая зелень. Класс. Вот этот дом, который мы рассматриваем, но он еще строится, но уже заселяться можно. Там еще торговый центр с боулингом. Вот этот? Да. Точно, мы же там были. Да? И там Это он? кинотеатр, боулинг. Вообще, 2 торговых центра рядом. Ладно, пошлите, дорогу перейдем. И мне еще нравится машина, и Саша тоже. Вот эта Toyota 4. Ярис 4. Она еще... Мы ездили на ней в Панке. Мы ездили на этой машине. И нам... Панковали Да, там. да, да. И нам прямо очень понравилось. Но пока... Куда он пошел? А что тут еще? Пахнет попкорном. Хотя люди тут спортом занимаются. Короче, машина нам это нравится, вот. Но у нас другая. А какая у нас? Вы узнаете в следующих дальних видео. Пойдем вот так пройдем. Блин, по грязи. Самое то. С чупсинами, волосюхами только по грязи ходить. Только собачьи. Так, уже плюсик. Такой маленький. Потому что мусорки собачьи почти везде. А у нас, кстати, представляете, дают пакетики. Ну, в смысле, периодически, Ну, раз раз в пару месяцев дают. Блин, ну тут офигенно, Саш. Блин, какое небо сейчас голубое. Так современно, классно. Ну, снаружи как-то так все Да. выглядело, а внутри прям хорошо. Прям офигенно, реально. Я так понимаю, весь вот этот квартал, он от застройщика, блин. А ты не знаешь, мы можем ходить по нашей карте на этот спорт? На этот силовню вот эту по нашей карте, нет? Ну, тут можно посмотреть. Блин, так у нас же есть и карты, может, мы можем ходить и в эти силовни. Ладно, неважно. Мы все равно такие силовики. Не, ну, если в доме было, то дальше. Блин, офигенно, тут офигенно. Мне очень нравится. Классно. Тут еще вот такие тоже огрудки. Так обжить. Вообще супер было бы. И балконы классные. Саша говорит, последние доделки, Ну, но я уже не знаю, можно заезжать. Ну, да, как бы я смотрел на сайте, много вариантов открыт. Пойдем, зайдем, может, в подъезд можно зайти. Глянь. Бывает, что еще когда дом не сдан, можно зайти и в подъезде посмотреть. А может, квартира будет открыта, еще и квартиру посмотреть. Ну, такой наглости я уже не обладаю. Блин, посмотрите, какие красивые балконы. Такие стеклянные и такие большие. Кстати, какие вам нравятся больше балконы? Вот такие, которые забирают такую вот территорию от квартиры, либо вот такие, как выходят на улицу. То есть мне такие как-то не очень нравятся, потому что нет как-то крыши, мне кажется, вода, и все может попадать на сам балкон. А тут как бы стенки со всех сторон и более безопасно. Ну, не знаю, вам какие нравятся. Мне вот такие больше нравятся. Но по рациональности, мне кажется, эти, наверное, лучше. Они же не забирают метраж квартиры. Яй? Вот так выглядит. Сколько этажей? Посчитай. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Блин, 8 этажей, в шоке. В этом доме. С нулевым этажом. 8. Значит, 9. А, не, 8. Что-то я не то сказала. Пойдем попробуем в подъезд войти. Открыто? Подъезд, конечно, закрыт, нельзя войти. Ну, там вон вторая дверь. Вот так вот выглядит подъезд. Ну, кто-то уже заселен, потому что тут видно 3 машины. Либо это рабочие, либо люди уже тут там живут. же, ну, А паркинг? есть подземные, подземный есть тоже? наземные, разницы там Да. в цене. Есть двойные места подземные. Ну, типа, с я подъемом. поняла. Ну, у нас тоже есть. Наши доме. Там H&M, видите? H&M рядом есть. Когда носки трусы понадобятся, пойдем H&M. Блин, ну все, я ставлю лайк этому месту, Сашка. И прикольно, то есть вот все эти дома под сдачу, Да? то есть у них нету Вот это хозяев. Ну, то есть есть фирма, которая сдает фирма, вот да, этот дом. И, пожалуйста. Ну да, блин, Одно, я бы, двух, конечно, трёх хотела комнат. такую территорию, как у нас. Ну, такой нету. Такая территория только у нас.
Это ну, классно. как бы всегда можно М. поискать квартиру побольше. У нас, ну, можно и сменить Ну, хочется район. сменить, мне уже хочется что-то Ну новенькое. да, чуть-чуть как-то вот М. вдохнуть новые Да. эмоции. Реально, хочется вот пережить этот переезд, хочется обследовать новые местечки. Короче, хочется что-то поменять в жизни. И вот с другой стороны дом, то есть совершенно другие балконы, не такие стеклянные. Это не реклама, если что. А. Потом это этот район Реклама. пиарим. А то, нет, сейчас так покажем, потом нам не хватит. Так, Квартиру. нам одну квартирку оставили, хорошо? Комнатную, Да, нам двухкомнатную оставьте и все, и остальное можете разбирать на здоровье. Это, и вот вторая сторона медали. Вот такие старенькие дома. Зато есть Ола, Педро. А что это такое? Ола Бога. Что это здесь? Судя по золотистым надписям, что-то Гламурное. Мгм. бьюти. Смотрите, у него своя коляска, и он везет продукты. То есть это не из Ашана какая-то, он свою купил. Прикольно. Понятно, я так не видел нигде. Так я тоже первый раз вижу. Вот так, ладно, идем дальше. Ну, в принципе, все мы Ну, вот показали. торговый центр. Вот торговый центр, где H&M мы показывали, он тоже большой, Ну, но там я даже не знаю, мы там были только Играли. ради боулинга. Ну, там Да. кинотеатр, боулинг, бильярд. А вот подземный парк. да, выехали. Ну да, кстати, в подземном парке, наверное, больше машин тоже. Люди живут. Короче, вот мы показали дом, который мы хотим. Пока что у нас в мы планах. ещё посмотрим, М. что будет на порталах Мгм. объявлений. Может, еще в какие-то районы сгоняем, посмотреть. Не, обязательно Стоит. сгоняем, да. Просто домов новых много строится. И нужно держать руку на пульсе. Да. То, что мне кажется, как раз нам уже осталось сколько месяцев? 4? Да. 4 месяца. Через 4 месяца мы будем выезжать. О, смотрите, какой вид! Мы были там. Помните эти башни? Мы были вот там далеко. Сейчас они вот с таким видом, короче, жить на башне. Пойдем за рыбкой? Да. Супер. Мы еще зашли в один район посмотреть. Район где-то в районе политехники это находится. И тут вот, ну прямо Более закрытый. недалеко, вот центр, самый центр. Лоди, там вот Петраковская возле этого высокого здания. Но здесь мне не так прикольно. Как-то все слишком так современно и души нету. Очень много машин. Да, закрытая территория, ну как-то не знаю. Нету вот таких каких-то прикольных детских площадок, знаешь, где дети спокойно гуляют. Либо какой-то уюта. Я вот не чувствую, мне как-то тут не нравится, не знаю. Либо, может, из-за того, что дома высокие, такие как коробки. Хотя, с другой стороны, тут больше зелени. Там, где мы дом рассматриваем, там вообще зелени нет. Там вот если с Чупи выходить, там на 10 минут просто тупо вокруг дома вы возле асфальта. Ну тут, вы сами, вот не знаю, вот интересно, вы вот что ощущаете? Как будто, может, и понравится. Тут так современно. В принципе, плюсы есть. Но мне вот эта современность прям давит. Слишком много всего. Тут как-то не так. Да. Не знаю, мне не... И темно как-то, да. Все черное. Все черное какое-то. Солнце сюда не светит, что ли. Хотя вот на улице солнце, но почему-то с той стороны. Ну, неважно, как-то слишком много тенька. Короче, мне не очень. Мне не очень. И подъезды такие не прикольные. Вход вот в подъезд. Хотя много зелени при этом. Ну, как-то душа не легла. Вот знаете, бывает же такое, когда нравится и не нравится. Да. Что-то вот... Мало воздуха. Мало воздуха, реально. А где людям ходить? Да. Вот, это все для машин. Это все для машин. Видите, Нет, машина понятно, ездит. что преимущество тут ухода, но дорожек нет. Ну так-то да, дорожек нет. И все. И мало людей гуляет. И в основном территория, где можно ходить, то только машины понаставлены. Не, короче, нам не нравится. Все, нам не нравится. Пойдем туда выходить отсюда, что гулять? Не, ну в принципе все понятно, тут просто как колодец такой. Вот мы в середине вот всех этих домов. Душа как-то не легла. О, прикол будет, если мы тут лучшую квартиру найдем. Нет, Это целое видео. Наверняка неплохие. Да. Ну, жить можно. как бы, Да. тоже. Но мы же не покупаем квартиру, а снимаем. Понятное дело, если бы мы покупали, то мы бы еще
ужаснее ходили, такие ко всему придирались, наверное, да? Думаю, Да, вот, пожалуйста, кирпичи. а вот, но они не такие красные, уже минус. Кирпичи же не красные. Почему люди живут? Саша говорит, судя по машинам, тут, скорее всего, очень обеспеченные люди живут, которые гремят бутылками. Вот эти кирпичи, они же не красные. Тогда зачем они нам? Тогда нам тут тем более не нравится. А тут нельзя выйти? Можно. О, все, выходим. Чупсик, на выход. Чупи уже вообще такой гуляет. И уже еле идет. Видите, еле лапами передвигает. Для него-то это такая, знаете, ну, сложная гулянка. Потому что мы-то обычно не так долго гуляем с ним. А тут он прямо очень долго. Но он молодец, выдерживает. Мы еще на тех выходных ходили далеко в Бедронку. Кстати, еду спасали. Бедронку. Вообще далеко, час мы ходили. Спасали еду, но мы не снимали. Мы не снимали. А вот территория за... О, вид классный. Так-то красиво, но вид вот. Люди что видят. Это сложно сочетать. Да. С этих сторон было красиво. Чтобы и вид тебе подавай, пожалуйста. Много хочешь. Чем тебе история, не вид? Просто если представить, каких это все веков. Вот почему в Италии вся история сохранилась, но ее при этом уже сделали красивой. Как в Париже, в Италии дома вот такие сохранились исторически. Но их изначально уже на будущее сделали такие красивые, что все люди со всего мира прутся туда посмотреть. Да. Не, ну, конечно, территория вот это нормально. Конечно, нет никаких вопросов. Но душа не лежит. Ну, Нет, вопросы есть, но душа не лежит. Да. Завод. Ой, так как я недавно видела у какого-то блогера в Москве, купила квартиру, а у нее выход окон выходит на кладбище. Она такая говорит, ну, в принципе, если подумать, что это парк, то, в принципе, не так ужасно. Сашка, так что везде нужно искать плюсы. В принципе, реально, когда расцветут деревья, если там есть на этом кладбище деревья, в принципе, не будет видно могилок, и можно подумать, что это парк. Везде нужно искать плюсы. Мы сейчас зашли за вот этой рыбой, о которой мы говорили. Посмотрите, как Чупика положили в рюкзак, и он самая терпеливая собака. Вот сидит и так ждет. Он даже не помещается туда. Но сидит и ждет. А что делать, скажи, Чупик? Так у меня такая жизнь. Терпеть надо. Мы еще зашли в Дожи Бен. Сашка хочет посмотреть пиво для таранки. И нам сказали, я сначала стояла на улице, на Зельночь, и нам поляк, который работает тут, он такой подошел и говорит, можете заходить вместе с собакой, без пешесады. Представляете, тут вообще везде можно ходить с собакой. Мы были вот сейчас в украинском магазине, тоже можно. Ну, блин, почти везде мы заходим с собакой. Просто он, наверное, маленький и, как говорится, без пешесады. В целом хорошее да. отношение. Вообще-то собак любят, обожаю Польшу за все. И за это тоже. Так, сделаем быструю распаковку, что нам попалось в пакете, где мы спасли еду. Почему-то украинский магазин, но литовские колбасы. Я так понимаю, что и литовская еда там. Ну, там же не заявлено, что чисто украинский. Ну да. Просто как с разных стран. Там все на украинском говорят. Ну, понятно, большая часть ассортимента украинская, но вот есть литовская. Ну, короче, у нас вот такая литовская колбаса. Она такая варенка. Вкусно, интересно. Не вкусно, короче, я не знаю, вкусно или нет, надо попробовать, интересно. Такие сардели. Кстати, срок годности вот до сегодняшнего дня. Такие сардели. Такие чипсики под фильм. Кстати, интересно попробовать. Написано, вот я не умею читать на украинском, но мне интересно. Зі смаком шашлик. А как ты прочитаешь? Ну-ка, почитай ты на украинском. Я тут прочитаю. Хрусь, идти в разнос під шашліндос. Я немножко с украинским акцентом, просто раз шашлык, я чуть-чуть еще кавказского какого-то добавил. Не, подожди, но они как-то классно говорят это на украинском. Здесь маком шашлик. Не, шашлик, другой как-то акцент. Какое-то кавказское просыпается. Здесь маком шашлик. Ладно, я не вот, наверное, ближе. И вот такой попкорн, кстати, попкорн с сырным 100% коконат oil написано. Ну ладно, нам уже пофиг. Что еще касается украинского, я помню, мы когда ездили во Львов,
смешно было слово тютюн. Чуть-чуть, да? Но, Мы думали, что это обзывательство. ну, Ну ты тютюн. и плюс я еще вот из украинских обзывательств мне нравится скотыняка. Скотыняка, это вообще смешно. Это еще в сватах было, мне Ну, кажется, это, похоже. ну, я Ты узнал скотыняк. это от друга. Это смешно. Это знаешь, как если бы бабушка в деревне с дедом ругались, то вот Ну, наверняка наверное, она бы да. его назвала. Ты скотыняка. Так, еще мы взяли мою любимую стынку. Это именно стынка называется. Там есть несколько видов, но вот именно стынка, она вкусненькая. Прям вообще почувствуйте этот аромат. Почувствуйте. Как в деревне. За это нам опять надо поставить... Чё? Подобайку, правильно. И Саша нашел какое-то пиво. Местное, региональное. Местное. Оно типа... Ну, лодское, Петраковское. Ну, Петруков, Трибунальский, это, ну, типа окрестности Лоди. Вот Мы так. когда-нибудь побываем, я думаю. Думаю, да. Ну и На все. пивоварню поедем. Пиво там будем хлестать с чупсиком. Да, ну это мы купили в Дужембене, где Мгм. продавец очень... был Любезно нас пустил, я любезно, снимала, да. Он нам сказал, пожалуйста, чё вы- морозится, ну, да. пёсика морозится. Песика Ну-ка. маленького гулял, зашли. сидит, вообще. Посмотрите на песика, догулялся, весь день гулял. Посмотрите, все, он даже не реагирует. Я сплю, не мешайте мне. Креветка. Так, я еще хавку. Ну и что, может, будем прощаться? Да, сейчас мы устали, как и чупсик, кстати. А. Он уже поел. А мы-то еще нет. А мы сейчас хотим попробовать как раз Мгм. колбасу, точнее сардельки. Тем более они истекают уже Мгм. сегодня. Колбасу еще оставим на другой день. А сардельки сейчас что-нибудь сварганим. Все, прощайтесь, говорит. Пора. Так смешно. Конец. Но спасибо, что провели с нами этот день. Он вообще оказался таким классным. Мы как-то с вами так погуляли, райончик посмотрели, примерно поняли для себя, что нравится, что не нравится. Но мы были Ну, только в одной стороне. Да, будем Периодически искать ходить. другие районы, смотреть, Мгм. сравнивать. Так что Искать идеальные Да. места. подписывайтесь, ставьте лайки, комментируйте. Не лайки, подобайки. Комментируйте и пока-пока!